Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на январь 2023 года. Мы с вами проанализируем цепочку событий, с какими переменами вы будете входить в этот год, с чего будете начинать. Но давайте начнем с чистого листа. Пусть все ваши невзгоды уходят и канут в прошлый год, и вы начнете перестройку своей жизни со знаком плюс. Посмотрим и проанализируем события на парных колодах. Это викторианский таро и Ленорман от Таро Студио. Итак, настраиваемся. Общие энергии. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, все арканы перед вами. Начнем. Общие энергии месяца у вас падает паж жезлов. Паж жезлов у нас карта коммуникации, общения, мотивации, нового интереса, взаимодействия с детьми. Это, в принципе, ситуация, когда вас подстегивает любопытство в каких-либо начинаниях или просто, знаете, как в проверке себя на прочность. Поскольку аркан у нас многогранен, мы посмотрим, в какой сфере жизни он в большей степени для вас отозвется. Итак, паж жезлов и четверка жезлов. Это может идти сообщение, приглашение на свадьбу, торжество, праздник, какой-то там сабантуй, может быть, крещение детей. Для кого-то это, в принципе, появление детей, продолжение рода. Ну и для некоторых из вас это как прощупать почву, это мониторить для себя вопросы жилья, то есть смена жилищных условий. Переезд в новое жилье, более комфортное, более для вас значимое, может быть, ваше жилье, в котором вы уже завершили ремонт и как следствие обустраиваете свое гнездышко. Но, видите, это для вас положительные известия, положительные перемены. Если мы посмотрим вопросы работы, здесь у нас падает аркан смерть. Смерть – это окончание старого и начало нового. Это трансформация, это перемены. Мы, конечно же, посмотрим эту ситуацию для тех, кто у нас, допустим, вообще сейчас не работает и работать не может. То здесь смерть и император, ситуация остается неизменной, и вы здесь на попечении, допустим, вашего супруга, или отца, брата, то есть тут есть какая-то помощь, есть содействие, но работы нет, и здесь пока нет планов что-то менять, потому что обретение стабильности идет за счет покровительства кого-то извне. Если же вы у нас в статусе соискателя, то смерть и паж чаш – это только общаться, это проходить собеседование, это искать нишу, но здесь нет вопросов трудоустройства. Если вы у нас наемный сотрудник, то смерть и колесо фортуны для вас это кардинальные и знаковые перемены. Посмотрим, в каком ключе они у вас будут. У вас по двойке жезлов может появиться альтернатива. То есть новая работа, которая для вас, как говорю, более благодатная, более продуктивная, и вы будете переходить на нее. Или же как предложение совмещать несколько должностей, несколько вакансий. Может быть, кто-то для себя найдет здесь подработку. Поэтому идут перемены такого плана, но они для вас со знаком плюс. И если у вас свой собственный бизнес, то смерть и девятка мечей – это переживания и страхи, что, допустим, ситуация сейчас является нерентабельной, то есть бизнес не продвигается, не растет, и нужно что-то менять, как закрывать старое и открывать новое, то, что для вас будет более продуктивным. У вас даже, видите, дотянуло, здесь падает туз пентаклей, уходить в новое. То есть кто-то будет продавать свой бизнес, открывать новый, кто-то просто закрывать и вкладываться в новый проект, в новое развитие, то, что для вас будет более результативно. С точки зрения финансов, у вас здесь ложится король жезлов. Король жезлов – карта стабильности. Опять же, поскольку у нас здесь падает аркан двора, это может указывать на помощь, на поддержку, на взаимодействие с человеком огненной стихии, овен, лев или стрелец, либо просто с человеком активным, с лидерскими позициями, очень таким амбициозным, харизматичным, который может вам помочь в финансовых вопросах, то есть одолжить сумму денег или там покрыть какие-то издержки, или просто бескорыстная финансовая помощь, особенно если это ваш близкий человек, там, родственник, либо ваш партнер, потому что здесь идет стабилизация вашего финансового положения.
Для вас это уже само по себе прекрасно. Но давайте сейчас мы посмотрим. Видите, король жезлов, семерка жезлов. Благодаря помощи этого человека это справляться с финансовыми трудностями. И если смотреть вопросы здоровья, семерка чаш. Семерка чаш сама по себе карта является позитивной, но может указывать на некую, знаете, как неясность относительно симптоматики вашего состояния. Ну, допустим, может идти насморк, и вы не понимаете, это просто какая-то легкая простуда, да, либо это уже как следствие каких-то процессов, которые идут в вашем организме. Поэтому здесь это как промониторить, выявить, выяснить, но ничего серьезного здесь нет. С точки зрения личной жизни, вот здесь вот двойка мечей, как ситуация, которая указывает либо на нежелание что-то менять, потому что, видите, двойка мечей это как закрыться. Хотя девушка здесь сидит и ожидает, но, возможно, ей комфортно в состоянии вот этого ожидания, нежелания что-то менять, кого-то впускать в свою жизнь. Потому что здесь идет осознанная закрытость, как осознанно взять паузу, взять какое-то вот время на переосмысление ценностей в жизни, либо того, чего вы хотите. Давайте посмотрим ситуацию для тех, кто у нас свободен. Что же будет здесь? Для тех, кто свободен, туз жезлов. Знакомство здесь может быть, но дело в том, что вы от него пытаетесь всяческими всеми правдами и неправдами дистанцироваться. Потому что дно колоды колесница. Ситуация, которая очень быстро развивается, семимильными шагами, очень, так знаете, форсировать может события ваш партнер или партнерша. И у вас это такое вызывает некий шок, некий диссонанс. Такая позиция чуть помедленнее кони. То есть вы к этому не готовы. Поэтому будете стараться сдерживать напор вашего поклонника или поклонницы. И если же вы у нас на текущем этапе находитесь в любовных треугольниках, то вот здесь двойка мечей, девятка жезлов, вот здесь действительно закрыться для переосмысления, для осознания, для переоценки системы ценностей, для того, чтобы сопоставить и сравнить, как вас воспринимают. Как собаку на коротком поводке или действительно как искреннего друга, соратника, подругу, как партнера для жизни, партнера для души. Если же вы у нас в стабильных связях, то вот здесь двойка мечей, двойка пентаклей – это качели. Это попытки лавировать между, допустим, работой, занятостью и личной жизнью. Либо лавировать между своим хобби, увлечениями и какими-то обязательствами. То есть попытки сопоставить все нюансы, все за и против. Каким-то образом сбалансировать свою собственную жизнь. Если же мы будем смотреть рекомендации на этот месяц, то у нас падает восьмерка мечей. Она вам как раз и говорит не то, чтобы закрыться от всех и вся, ничего не вижу, ничего не слышу, а действительно не предпринимать никаких активных действий. Провести этот месяц в режиме ожидания, покоя, чтобы, знаете, как неспешно осознать все происходящее вокруг вас. Сделать выводы, впоследствии что-то менять в лучшую сторону. Как избавляться от тех оков, которые, возможно, вы не замечали, не видели, либо не хотели видеть. То есть это переоценка системы ценностей, это переосмысление. Это понять, что же вас так пугало, на что вы пытались все это время закрыть глаза, в чем вы сами себя ограничивали. И если мы посмотрим с вами на неожиданность этого периода. Что у нас здесь будет? Клевер, медведь, точнее медведица, и падает карта дом. И видите, дно колоды у нас карта крест, это как знаковая ситуация или значимая ситуация. И этот ряд указывает на вопросы финансовой удачи. Это поступление хорошей суммы денег, благодаря которым вы можете решить свои насущные проблемы. Это удачное вложение финансов в какое-то предприятие, то есть выгодные инвестиции. Это защита ваших интересов. Это, в принципе, помощь и поддержка кого-либо в плане содействия покупки недвижимости или там брать в ипотеку, в рассрочку, там делать ремонт. То есть человек вам здесь будет помогать все, чтобы каким-то образом обустроить ваше жилище, ваш дом, возродить его. Особенно мы видим, что здесь у нас уже такое родовое древнее поместье, то есть оно может быть ветхим, либо жилье может нуждаться в ремонте, либо исправлении каких-либо аварийных ситуаций. То есть акцент будет направлен на это. Опять же, поскольку у нас здесь изображена медведица с медвежатами, это ведь гнездо.
это собирать детей, так сказать, под своим крылом, детей, внуков, проводить семейное торжество. Это, ну вот знаете, как период семейных праздников, семейного времяпрепровождения, семейных ценностей, радости, когда вы собираетесь все вокруг семейного очага и приятно проводите время. Это, знаете, как укрепление родовых и семейных связей в первую очередь. Ну а для кого-то стать членом семьи знатного рода. То есть если вы будете, допустим, заявлять о помолвке, о ситуации, что вы хотите что-то поменять в личной жизни, представлять, допустим, вашим родителям вашу вторую половину, то это как войти в какую-то очень статусную семью. Поэтому вот такие у вас арканы. Пусть ситуация для вас отыграется только в лучшем ключе, в лучшем аспекте. Пусть колесо фортуны, знаете, как идет вам навстречу. Пусть удача вам улыбается. И все события, которые будут происходить и в течение января, в течение 2023 года, поменяют вашу жизнь только в лучшую сторону. Это искренне от всей души. Вот таким вышел расклад на этот месяц. Верю в то, что информация вам будет во благо. От вас по прошествии периода прошу обратной связи, написать, как отыгрался этот месяц, этот период, был ли он для вас плодотворным. Вас же я благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.